Нельзя отойти от темы Украины, поскольку вчера президент Украины объявил, что перемирие закончилось. Это означает война. То есть использование вооруженных сил Украины на территории Украины. Пока. Что произошло на Украине, до сих пор наши историки, политологи оценку не дают. Но можно, наверное, сказать, что если 10 лет назад был Майдан, выступление просто разрозненных политических сил против действовавшей в тот момент власти, то весной этого года был государственный переворот в нацистской оболочке. Поэтому, когда наши доморощенные демократы говорят о необходимости брать пример США, хотелось бы у них спросить, в какой стране нам, России, совершить государственный переворот и привести к власти нацистов, если брать пример США, то, к чему они призывают. Почему это произошло? Конечно, внешний фактор. У американцев долг они посчитать не могут. Одни говорят 22 триллиона, другие говорят 20, 18, в любом случае десятки триллионов долларов. Основные деньги вбуханы в военно-промышленный комплекс. Его остановить нельзя, ибо все рабочие выйдут на улицы и сметут любое правительство Америки. Но бесконечно ВПК американский работать в холостую не может. Для этого нужен потребитель. Потребителем является война. Они ее ведут с 1945 года, вы знаете, Корея, Вьетнам, Африка, Латинская Америка. Последние у нас были крупные события на Балканах. И на Балканах мы потерпели поражение. И я вынужден зачитать дословно, что сказал в своем последнем интервью Слободан Милошевич. «Русские, я сейчас обращаюсь ко всем русским. Жители Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните, с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад, цепная бешеная собака, вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии. Не дайте поступить с вами так же». Прошло 15 лет. И мы видим аналогичный сценарий. Что нужно было нам сделать? Нужно было признать итоги референдума о провозглашении независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, обеспечить над ними бесполетную зону, чтобы никто их не мог бомбить сверху, и мог быть абхазский вариант, крымский вариант, приднестровский вариант, но нужно было проявить более жесткую позицию. Надо сопоставить, что стоит невмешательство наше в дела Украины и во что обойдется потом вмешательство. Ибо вмешиваться нам придется уже на нашей территории. Вот сколько это все стоит. Американцы посчитали, им выгодно. Почему мы не можем посчитать? Конечно, мы уже опоздали, когда не было законной власти в Киеве, и можно было принять разные варианты. В любом случае, обеспечить независимость двух республик, которые сегодня объединились в Новороссию. Надо прекрасно понимать и не допускать той ошибки, которую совершил Сталин, надеясь, что все-таки войны не будет. Но если войска стоят на границе, 200 дивизий, и переходят границу чуть ли не каждый день, какие нужно иметь мозги, чтобы сказать, да нет, войны не будет? Зачем войска подошли к границе? Если они хотели идти в Иран, есть другой маршрут. Поэтому прикидываться, что эту армию готовили для прохода через нашу территорию мирным путем для завоевания Ирана, это детские сказки. Все разведчики докладывали. Но это история.
Не хватило мужества, знаний, не получилось. Но ведь сейчас очень похожий сценарий. Тогда Англия всем руководила. Можем даже взять еще лучший вариант. Период истории царской России, когда, нас пытались втянуть в войну с Турцией, русский царь Александр III сказал: хорошо, всю казну на войну! И ударил своей ладонью по столу. Разведчики донесли английскому послу. И Англия сказала: нет, не надо, что воевать не будем. Жесткий окрик был русского царя. И он сказал: воевать, да, все, всю казну на войну, всю армию брошу, как собак порву вас всех. Все испугались. Хрущев сказал: будем бомбить вас, если не остановите оккупацию Египта, Суэцкого канала. Все остановилось. А если мы сейчас будем отсюда тихо говорить, признаем, не признаем, может быть, референдум перенести, не перенести, то они будут наступать. Вот сбитый вертолет. Там были и украинцы, и американцы, и какой-то опасный груз. На месте падения было излучение радиации. Это готовили нам мощнейшую провокацию, сопоставимую с 11 сентября 2001 годом, когда отдельная частная военная компания врывается на русскую территорию, вырезает полгорода, не буду называть какой, чтобы люди с ума там не сходили, что должно было произойти 22 июня. И что тогда бы делал бы Кремль? Пол русского города бы лежало бы на улицах с поротыми животами. Что тогда бы мы делали? А Запад бы ничего не знал бы. Никакой информации нету. Значит, возможно применение радиационного оружия. И фосфорные бомбы уже взрываются. И уже много людей, которые отравлены фосфорным ядом. Возможно применение бактериологического оружия. Для этого в Грузии работает лаборатория поближе к нашим границам. Они нам уже устроили чумную чумку для свиней. 40 тысяч голов мы уничтожили. Поэтому надо все это сопоставлять и понимать, что Америка в том же состоянии, что Британия в конце 19-го, в том же состоянии, что ситуация в Европе накануне Второй мировой войны. Без войны ей из кризиса не выйти. Есть война на Ближнем Востоке, но там сложно им воевать. И нужно напугать Европу. Это далеко от Европы. Европа и так не очень любит выходцев из Африки и из Ближнего Востока. Нужен снова фашистский режим в центре Европы. Но чтобы он был обращен не на Западную Европу, не против французов, немцев, британцев, а только против русских. В свое время Бжезинский просил изготовить этническое оружие, которое действовало против русских. Когда ему сказали, изготовили, но оно не может только против русских, он сказал, это не пойдет. Надо чисто антирусское оружие. Вот изготовили. В Киеве нацистский режим направлен только против русских. Ну, где-то немножко исторически коснуться евреев, поляков, поскольку, так сказать, поляки рядом, тоже были какие-то там вырезания взаимные. Но в основном-то все против русских. Это идет, это продолжается. И не выпускают специально. Вот если демократия в Европе и в Америке, так выпустите беженцев. Не пускают. Нужно количество трупов, чтобы провоцировать обострение. Американцам победа не нужна. Если закончить войну, и Порошенко продлил бы перемирие, это невыгодно американцам. Так все закончилось. А что делать военно-промышленному комплексу? А как долги все потопить? Десятки триллионов. Поэтому нужно продолжение. Долго. Вот. И тем самым мы будем свои ресурсы тратить. И мало того, что мы должны принять беженцев, мы их примем, но это расходы. Потом мы будем с вами восстанавливать всю промышленность Украины. Когда они поймут, что бесполезно там что-либо делать, они нам отдадут по частям. Западную себе, там про западное население, восточную нам. Но мы опять будем план восстановления промышленности Юго-Востока, Новороссии. И опять деньги не нашим гражданам, а деньги на восстановление после войны. Нельзя жить все время после войны. Нельзя жить все время в страхе.
Нельзя, чтобы снова русские беженцы шли, так сказать, на восток, на запад, неважно. Единственный народ в мире, который постоянно бежит от войны, это русские. И пока мы не станем на защиту русских,